Ну, я думаю, это видео более актуально будет тем, кто на 3 МГц алекает. Всем здравствуйте. По просьбам ребят с 3 МГц решил записать это видео, чтобы у радиохулиганов, тех, кто захочет использовать друг SDR, было понимание, как использовать трансцейвер марки Flex 6400, ну или любой из 6000 серии, и чтобы понимать, как работать со Smart SDR на 3 МГц. Ну, конечно, первое, что надо сделать, это раскрыть трансцейверную передачу. Это тема отдельного разговора, и вообще видео об этом, скорее всего, не будет, потому что там много тонкостей, много всяких незаконных деяний со взломами и прочее. Вот. Но есть обходной путь, как использовать Flex 6400, например, или там любой 6000 серии на частотах, где вам захочется. Для этого достаточно сигнал трансвертерного выхода, как я делаю это сейчас. Вот, у нас есть красным выделено это окошко, это то, красными строками указаны те выходы, на которых может работать передатчик. То есть это антенна 1, антенна 2 и трансвертерный выход. Вот. В любой из этих портов вы можете перенаправить выход высокочастотного сигнала. Однако, если вы выберете антенну 1 или антенну 2 на 3 МГц, трансцейвер работать не будет. Вот смотрите. Внимательно смотрите за кнопкой MOX. Я вот здесь клики делаю за кнопкой MOX. Вот она, кнопочка MOX. Эта кнопка включает передачу трансцейвера. Соответственно, если я нажму сейчас, я сейчас передаю с тангенты, которая идет совместно с трансцейвером, я попробую сейчас сделать через кнопку MOX. Я отпускаю тангенту. И вот это я нажал кнопку MOX. Я нажал кнопку MOX, и вот пошла передача. Значит, что мы имеем? Смотрите, я отжимаю кнопку MOX, и сейчас выберу другой порт антенны, на который можно выводить высокочастотный сигнал с трансцейвера. При этом кнопка MOX погаснет. Смотрим. И вот мы видели, что когда мы выбираем другой разъем, на который выводить высокочастотный сигнал, кнопка MOX, она гаснет, то есть она не позволяет передавать. Да, стоит заметить, что трансцейвер можно раскрыть, это сложная процедура, для этого требуется влезть внутрь, это чисто программное раскрытие, никаких перемычек, как в классических японских трансцейверах, здесь нет и не будет. Вот, там нужно править EEPROM, нужно править программу, в общем, много дел. Так, ну давайте посмотрим, какие настройки по передаче тут имеются. Значит, верхние два прогресс-бара, RF, PWR и SVR, они предназначены для работы совместно с выходами антенна 1 и антенна 2. Вот с этими двумя выходами, антенна 1 и антенна 2. Только в режиме этих выходов эти прогресс-бары начинают отображать информацию. Далее RF Power, Tune Power, ну тут все понятно. Мощность передатчика вот, в процентах и мощность в режиме настройки. В целом ничего сложного. Вот. Прогресс-бар Level и Compression показывает уровень аудиосигнала на входе трансцейвера. Стоит отметить, что Level не должен заходить в красную зону, как он у меня сейчас заходит, чуть-чуть мы уберем. Вот. А компрессия отображается только тогда, когда включен процессор. 1, 2, 3, 4, 5, пошла компрессия. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. И процессор я выключил. Значит,
Далее, что у нас имеется по теме настроек передатчика. Теме настроек передатчика. Значит, нас интересовать будет вот это вот окошко. DEXP. Это пороговый шумоподавитель аудиосигнала. Нужная штука, например, если вентиляторы рядом работают или какие-то посторонние шумы, там ветер дует. Очень он отрезает все шумы ниже определенного уровня, просто отключает их. Отключает микрофон в паузах, когда вы говорите, и никаких помех не попадает. TX-фильтр. С этим все понятно. Откуда, с каких частот, скажем так, начинается ваш сигнал и на каких частотах заканчивается ваш сигнал. Ну, давайте, например, сделаем 2000 Гц. Вот сигнал стал таким. Видите, каким он стал? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. То есть вот на спектре, вот здесь, мы сразу видим, каким стал сигнал. Что он стал узким. И сейчас я включу. Давайте сделаем. Давайте сделаем 12 тысяч Гц. Ну, 10 максимальная получается. И смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сигнал стал вот примерно таким. Вполне себе нормально. Ну, опять же, наверное, кому как. Давайте смотреть дальше, что у нас есть по передаче. Дальше у нас есть 8-полосный эквалайзер. Плюс-минус 10 децибел. Значит, как он работает? Очень просто. Вы его можете включить, вы его можете выключить. Вот я его выключил. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Эквалайзер отключен. Так. Ну и вот он включен. Я так понимаю, включен. Мы можем задрать частоты, чтобы вы понимали, как он работает. Я чуть-чуть приподнял частоты. Тут какие-то опустил, какие-то подзадрал. Ну и какой-то у нас там сигнал получился с вами. Вот. Это вот такое вот коротенькое видео будет, потому как что мы имеем на передачу, вот в том числе и в АМ. Многих это интересует, и как вот в базовом, скажем так, варианте использовать АМ режим. Немножко неудобно, потому что вот этот вот ползунок, когда я начинаю громко говорить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, появляется искажение, но накачка сигнала увеличивается. Очень, конечно, неудобно, и надо использовать внешние программы, чтобы вот этот вот бегающий ползунок всегда стоял около нуля, но в красную зону не заходил. То есть так называемые лимитеры надо программно использовать. Вот, я пробовал использовать Broadcast TV процессор, он работал здорово. Поэтому, ну, в принципе, по теме передачи, наверное, добавить тут особо нечего. И поэтому для понимания, я думаю, это видео будет достаточно, как тут формируется сигнал и как он звучит в эфире, потому что сейчас запись идет, верхняя часть у нас отображает приемник и отображает также передатчик, то есть там, где идет передача. Вот это этот панадаптер. А нижний, это у нас получается чисто приемник. Там, где идет прием. И с него идет запись реального сигнала, который излучается в эфир. Вот. Самое главное, не заходить в красную зону, вот в этой области. Эта красная зона, она как бы сразу приводит к искажениям, и не стоит этого делать. Также по компрессору, но для АМ, наверное, он не нужен. Ну, пожалуйста, я его включу, смотрите, что будет. 1, 2, 3, 4, 5. Это работает радиостанция с компрессором. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, для тех, кто захочет навести суматоху, скажу сразу, что сигнал в радиоэфир не излучался. Абсолютно. То есть сейчас мы работаем на трансвертерном выходе, на котором 1 милливатт, и антенна никакая не подключена. Так что никто не может меня ни в чем обвинить. Да и не стоит этого делать, потому как данный режим трансвертерного выхода предназначен для использования с трансвертерами в режиме промежуточных частот, когда трансцейвер используется.
И в целом очень удобно. Например, на УКВ может быть выставлена любая частота. Так, ну небольшое дополнение, чтобы сигнал немножко прокачать, и чтобы вот здесь вот он как держался около нуля, этот ползунок из-за 0 не заходил. Необходимо использовать такую утилиту, как Broadcast, как он тут называется-то, Broadcast, Breakaway какой-то, Breakaway. Вот он как-то там прокачивает что-то куда-то сигнал, я в этом мало чего-то понимаю. Вот, наверное, очень можно неплохо с помощью этой утилиты добиться сигнала. Я вот выбрал пресету, классик какая-то, JG Classical, вот. И с помощью нее немножко тут получилось какой-то сигнал сформировать. Что-нибудь другое включим, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот уже другой сигнал совершенно. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, то есть варианты всякие тут есть. Можно тут выбирать и, наверное, что-нибудь подходящее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, вот этот более мне подходит, нравится, наверное, можно его использовать. Не знаю, насколько он хороший. Видим, что ползунок вот здесь стоит, никуда не убегает. Такой вот сигнал получился. Видите, он как бы более прокачанный, спектр прям заполненный. Вот. И это я еще убавил AM Carrier до 70, то есть уровень несущий я снизил. Вот. Не знаю, насколько он изменяет глубину, надо пробовать, экспериментировать. Ну вот теперь я меняю. Ну, как мне показалось, он практически не влияет, но сигнал, как мы видим, очень чистый, без выбросов, и прям он как столбом стоит. Не то, как у хулиганов, он по бокам сыпет, а сигнал, в общем-то, достаточно чистый. И несмотря на уровень, смотрите, уровень какой тут показывает, ну, 9+, то есть сигнал вообще чистенький. Ну, на мой взгляд, да, может быть, уровня можно и добавить, вот, но, тем не менее, он по бокам все чистенько, хорошо и великолепно. Так что, в целом, можно добиться неплохих результатов с сигналом, вот, и, в общем-то, экспериментировать. Так что, как на коротких волнах, ну, я думаю, это видео более актуально будет тем, кто на 3 МГц халекает, вот, и, в общем-то, хочет получить качественный сигнал, который не будет по бокам сыпать и будет аккуратно собран, сбитый. А вот в целом модуляция, я думаю, тут достаточно неплохая. Можно добиться, она и есть неплохая, ее можно добиться. Вот такая вот информация для тех, кто, скажем так, пользуется или планирует пользоваться на 3 МГц данная линейка транссиверов.